Здравствуйте, уважаемые зрители Тима Морозова. Вы, наверное, в недоумении. Да, я тоже удивлена. В связи с большой занятостью Тимофей не может снимать для вас аналитику и предложил заняться этим мне. Я не знаю, что из этого получится. Мое дело приложить все усилия для того, чтобы аналитика была как можно информативней. В ней я поделюсь с вами не только своими мыслями, но и мнением Тимофея по поводу происходившего в заброшенном деревенском доме. Свое же мнение вы всегда можете написать в комментарии под видео. В серии этих видео было зафиксировано множество странных и непонятных явлений. Эти моменты будут вставлены в аналитику, дабы освежить их в памяти. Что ж, попробуем разобраться. Пожалуй, я начну с самого очевидного – падения и движения предметов. Первым физическим проявлением я считаю закрытие двери. Это атмосферность. Закрылась дверь. Как заметил Тимофей, чтобы закрыть дверь, следует приложить немало физических усилий. Не думаю, что сквозняк в данном случае мог справиться с этой задачей. Следующее, что хочу разобрать, это падение банок. Там банка упала. Откуда? Здесь уже ситуация весьма неоднозначная. Первое, что стоит сказать, банки находились в неустойчивом положении. К тому же в стене на уровне чердака есть довольно большой зазор между бревнами. И вполне вероятно, что передвижение Тимофея по дому создало некоторые вибрации, а вкупе со сквозняком могло и стать причиной падения банок. Но, конечно же, я не отрицаю вероятность того, что это было проявление паранормального. Завершающим физическим явлением в первом видео было падение стекла. Я тоже не могу понять. Сейчас просто-напросто упали стекла. Сейчас покажу. Вот это стекло. Возможно, в этом и нет никакой мистики. Изначально стекло было разбито и не имело опоры. Такое положение само по себе неустойчиво. К тому же дом старый, частые перепады температур, влияние ветра, влаги, солнца, деревянные оконные рамы трескаются, лопаются, а сами стекла начинают отставать от рамы. Совокупность всех этих факторов вполне могла стать причиной падения стекла. Ну, конечно, это только мои мысли. Следующим проявлением было зеркало. Не знаю, что тут можно добавить. Есть, конечно, призрачная вероятность того, что зеркало изначально висело на двух тонких веревочках, одна немного длиннее другой, и более короткая нить оборвалась. Но даже в этом случае сложно представить себе тот эффект, который мы наблюдали в видео. Поэтому, считаю, зеркало можно отнести к паранормальному проявлению. Замечу, что некоторые зрители после движения зеркала обратили внимание на нитку, свисающую откуда-то сверху, левее зеркала. Для тех, кто задается вопросом, что же это за ниточка такая странная, выкладываю два фрагмента. Один из второго видео после движения зеркала, второй из первого видео, когда Тимофей только зашел в дом. Можете убедиться в этом сами, посмотрев первую часть видео на 6 минуте и 50 секунде. Охренеть.
Слышу какой-то звук. Многие зрители заметили движение шторки на 12 минуте и 40 секунде второго видео. Пожалуй, я разрушу тайну этой шторки. Дело в том, что в данном окне нет стекол. И тот факт, что по большей части на видео шторка была в неподвижном положении, скорее заслуга безветренной погоды, чем проявление паранормального. Убедитесь сами. Раз. Звуки идут с подвала. Для многих, как и для Тимофея, самым пугающим моментом было падение кирпича в погреб. Я не могу объяснить данное явление. Думаю, это так и останется для нас загадкой. Следующая категория проявления – электромагнитная. На всем протяжении 2 частей видео техника вела себя странным образом. То не хотел включаться стабилизатор, то непонятное включение камеры в рюкзаке Тимофея, то моргание фонарика. Что уж говорить о постоянных звуковых помехах. С подвала с первого. Камера. Странно заглючила камера. Точнее, не камера, а стабилизатор. Вот первый подвал. Так. Провоцировал. Это моя камера, по-моему. Здесь еле заметно моргание фонарика. Возможно, этот дом располагается в какой-то геомагнитной аномалии. Также возможно, что это единичный сбой в работе техники, все это лишь совпадение, а может быть и проявление паранормальной активности. Теперь рассмотрим звуковые явления видео. Как это ни странно, их не так и много. Первым значимым проявлением был скрип пола, когда Тимофей находился в подвале. Еще один подвал. Тихо. Да, я не спорю. Дом старый и ветхий. При сильном ветре могут создаваться вибрации, вызывающие подобный скрип. Так же, как и усадка почвы под домом может спровоцировать появление скрипов. Да, все это аргументы в пользу естественных причин возникновения этих звуков. Но не все так просто. Например, если это следствие ветра, то почему скрип доносился только из одной комнаты, а не из разных уголков дома? Усадка почвы, хоть и длительный процесс, но не бесконечный. И по-хорошему, в данном случае ее быть не должно. И, наконец, почему шаги Тимофея не отдавались скрипом пола? В связи с этими доводами я больше склоняюсь к версии паранормального происхождения этого звукового явления. Вторым проявлением можно смело считать ответный стук, когда Тимофей простукивал в стены. В принципе, для этого у меня есть вполне разумное объяснение. Во время стука создается вибрация. При некотором стечении обстоятельств стук мог раздаться от падения какого-то предмета, вызванного этой самой вибрацией. Но опять же, я не могу утверждать, что так оно и было. Мой любимый момент из видео.
скрипы. Понял. Скрип стекла мог быть вызван как каким-то паранормальным воздействием, так и вполне естественными причинами, описанными несколько ранее. Возможно, в скором времени и это стекло лопнет. То же самое я могу сказать и о скрипе пола, сбоях в работе электроники, в том числе и расфокус камеры. Но совокупность всех этих явлений говорит о том, что мы стали свидетелями чего-то поистине мистического и неизведанного. Отдельно хочу обсудить тот удар, который пришелся по микрофону. На видео можно заметить, как дернулась камера, как будто наткнулась на какую-то невидимую преграду. Тимофей сам не знает, что это было. В момент съемки он не ощутил какого-либо толчка, обнаружил это только во время монтажа видео и был сбит с толку. Что же это могло быть? Мое мнение, это как раз то самое проявление паранормальной активности. Серия этих видео была богата и на другие мистические проявления. В начале первого видео, когда Тимофей делился своими впечатлениями о доме, камера зафиксировала два странных объекта. Так нагнетает. На самом деле дом очень большой. И чувствуешь себя как-то не так. Вот именно есть какое-то нагнетание, какого-то страха. Я знаю, многие скажут, что это могла быть пыль или же моль вне фокуса. Да, я понимаю. Но при сравнении этих двух объектов с летающими частичками пыли или молью, разница бросается в глаза. Очень странным было поведение второго объекта, который сначала спустился сверху, подлетев к голове Тимофея, а затем резко взмыл вверх. Я могу и ошибаться, но мое мнение таково. Это были плазмоиды, они же орбы. Приведу еще один интересный фрагмент. После тщательного исследования этого фрагмента видео я пришла к выводу, что это не что иное, как игра света. На 9 минуте и 16 секунде Тимофею удалось заснять странную тень, которая появилась из ниоткуда, и после очень быстрого, еле уловимого движения исчезла. У меня нет какого-либо разумного объяснения данному явлению, за исключением мистического проявления. Очень похожее явление Тимофей заснял немного позже, когда готовился переносить камеру в подвал. Этот фрагмент не вошел в общее видео, но вы можете ознакомиться с ним прямо сейчас. Как вы видите, эта тень весьма похожа на тень из предыдущего фрагмента. Сначала были мысли, что такой эффект получился из-за перекрытия каким-то объектом источника света. В качестве такого объекта могли выступать патрон от лампы или же какое-нибудь летающее существо, например, та же летучая мышь. Но при детальном исследовании видео становится понятным, что патрон тут ни при чем, да и освещение не той интенсивности, чтобы отбрасывать такую тень. К тому же, по заверению Тимофея, он не замечал чего-либо летающего в комнате. Некоторые зрители заметили черты некоего лица в окне. Ты можешь показаться мне в зеркале? Я не вижу в этом никакой мистики, как собственное лица. Это всего лишь отражение. Присмотритесь сами, оно не остается на одном месте, а перемещается соответственно изменению ракурса съемки и освещения. Так что это всего лишь игра света на стекле. В какой-то момент изо рта Тимофея пошел пар. Пар. Возможно, это было вызвано резким снижением температуры на улице. Все-таки весна, и температуры ночью могут резко падать.
С другой стороны, на всем протяжении видео больше нет таких моментов. Вероятно, это тоже можно отнести к мистическим проявлениям. В первом видео многие зрители заметили странные следы пыли на полу. Здесь, по-моему, открывают. Если брать во внимание близость охотничьих угодий, а также находившуюся на столе бутылку из-под водки, то можно предположить, что кто-то из охотников пользовался этим домом в качестве временной стоянки. Следующий момент является не столько мистическим, сколько неожиданным, в первую очередь для самого Тимофея. Про этот дом. На этом пока все. Когда Тимофей вел съемки в этом доме, он не заметил ни одной летучей мыши. Вероятно, это из-за их неприязни к яркому свету. Но само присутствие летучей мыши стало для Тимофея открытием. Есть один момент, с которым у нас мнения с Тимофеем разошлись. Собственно, сам момент. По мнению Тимофея, это могла быть тень, отбрасываемая из освещения. По моему мнению, это какое-то непонятное существо, достаточно крупное для крысы. Я считаю, что для того, чтобы отбросить такую четкую тень, требуется довольно мощный источник света, направленный прямо на Тимофея в тот момент. К сожалению, что для меня, что для Тимофея, это останется загадкой. А как считаете вы? Эти два видео Тимофея получились весьма интересными, содержательными и полны мистики. Да, что-то можно объяснить с научной точки зрения, но многое так и останется за гранью нашего понимания, все еще не раскрытым, загадкой, которую пока что мы не можем разгадать. Сам дом, его угнетающая атмосфера и довольно мощная энергетика оказывали давление на Тимофея, вызывая у него чувство дискомфорта и страха. Не знаю, что происходит со мной, но мне тут реально, когда не по себе, прям, у меня даже истерический смех просто начинается. Давно такого не было. И напоследок я хочу поднять тему встречи Тимофея с хозяином охотничьих угодий. Здорово. Раз. Что стоишь-то? Просто стою. Не охотник? Не, фотограф. Фотограф? А что Да. фотографируешь? Заброшенные дома. Снимаю, фотографирую. Ну, открой багажник, я посмотрю, оружия у тебя нет. Я кто? Да. Я хозяин здешних угодий, охотничьих. Я ж не охотник. Охотник не Это хорошо. А как сюда попал? дороги. И куда едешь? Фотографирую заброшенные. К моему личному сожалению, в комментариях к видео было множество высказываний по этому поводу. И я хочу обратиться к каждому, кто досмотрел это видео до конца. Представьте себе картину. Вы одни ночью в заброшенной деревне. Рядом поля, леса, ни одной живой души. Вы абсолютно безоружны и имеете при себе дорогостоящую аппаратуру. И сталкиваетесь с таким человеком, который называет себя хозяином охотничьих угодий. Человеком, который, по сути, владеет этой землей, следит за порядком в своих владениях и обращается к вам с конкретным вопросом: кто вы и что здесь делаете? Скажите, целесообразно ли нагнетать ситуацию и провоцировать конфликт, требуя предъявить документы, настаивая на вызове полиции, отказываясь просто продемонстрировать содержимое багажника? Ведь по сути человек не сделал вам ничего плохого, не оскорбил, не грубил, и этот вопрос можно решить миром. Я хочу пожелать вам всем одно: будьте добрее друг к другу, относитесь к людям с пониманием. Зачастую простого, уважительного отношения друг к другу достаточно, чтобы избежать конфликтов с непоправимыми последствиями. Всего вам хорошего и до новых встреч!